Керн, очень рада вас слышать. Посоветуйте, пожалуйста, что пропить с ТФ, чтобы немножко взбодриться. Нет сил, постоянно хочется спать, усталость, сонливость. Есть такое, вообще в случае, если человек начинает чувствовать усталость и сонливость, он должен знать, что к этому его приводит несколько элементов. Это может быть развитием нескольких заболеваний. Первое – психических. Второе – эндокринологических. Третье – заболеваний кровеносной системы. Из заболеваний кровеносной системы у человека часто появляется гипертоническое заболевание. И это происходит так. Допустим, молодая женщина, которая всю жизнь страдала анемией, со временем чуть-чуть набирает избыточный вес, и у нее начинает появляться гипертоническое заболевание сердца. Она его воспринимает просто как усталость и пытается поднимать или взбодрить себя путем принятия напитка из кофе. Это помогает на какое-то время, вновь появляется усталость. Как определить, есть ли у вас гипертоническое заболевание или нет? Самый простой способ — это измерение. Нормой артериального давления являются показатели диастолического давления 120 и систолического давления 80. 120 на 80 или 130 максимально на 90. Но на самом деле 120 на 80 и параметры выше 120 я считаю уже где-то не драматическими, но критическими. Есть особый такой вид врачей, которые считают, что давление может быть стабильным для человека, и даже есть такое понятие как бы между врачей, которое называется ваше давление. И есть такие люди, которым гипотетически снизить давление ниже 135 или 140, на 80, на 90 невозможно. И говорят, это, видимо, ваше рабочее давление. Так вот, я хочу сказать, что это не рабочее давление. Это давление, которое просто невозможно снизить с помощью использования препаратов. И, как правило, вот такое давление, оно сопровождается ожирением или развитием сахарного диабета второго типа. Ну и, конечно же, возможно, атеросклерозом или, возможно, заболеваниями нейропатии сосудов ног на фоне, допустим, сахарного диабета второго типа. Как правило, это так и происходит. Заболеваниями почек. Ну и в случае, если есть общая такая слабость, подойдите к зеркалу и посмотрите на свое лицо. В случае, если у вас щеки горят, вот в этих местах красные, если у вас щеки горят и они красные, то пора измерить давление. Ну и в случае, если оно высокое, обратите на это внимание. Ну и переходим к сахарному диабету второго типа. При гликогировании гемоглобина появляющийся гемоглобин, в нем происходит гликолиз глюкозы. И сам гемоглобин при этом увеличивается, и фактически у человека происходит асфиксия, то есть он перестает нормально дышать. Его гемоглобин или его эритроциты, они должны превращаться в гемоглобин для того, чтобы быть элементом кровоснабжения, элементом перевозки кислорода по всем тканям организма. Но такой гемоглобин становится гликогированным, то есть к нему добавляется глюкоза. Это происходит в случае, если у человека развивается сахарный диабет второго типа, и у человека происходит некое вот такое кислородное голодание, гипоксия, то есть он начинает задыхаться, сам этого не подозревая. Как это проверить? В случае, если вы гуляете, обратите внимание на то, как вы дышите. В случае, если вы проходите небольшое количество или небольшой отрезок, в случае, если у вас небольшая физическая активность, а дышите вы глубоко и вам не хватает кислорода, то это говорит о том, что вы испытываете гипоксию, и это, скорее всего, связано с тем, что у вас сахарный диабет второго типа. Как определить, есть ли у вас сахарный диабет второго типа? Положите руки на живот. В случае, если при сжатии рук вы можете четко почувствовать складку, которая находится у вас в руках, это говорит о том, что есть жировое отложение. Можете не сомневаться, что в этом жировом отложении есть инсулин в большом количестве, и это говорит о том, что вы находитесь в состоянии, при котором вы болеете сахарным диабетом второго типа. Минимально необходимо убрать максимально всю
глюкозу. Второе, фактически уменьшить количество употребления углеводов, особенно таких, которые имеют в себе еще и крахмалы, допустим, картофель, хлеб белый, макаронные изделия. Это для вас должно быть табу, то есть вы не должны этого употреблять. Бананы нельзя употреблять. Следующее, перейти на супы, допустим, там менестрель какой-нибудь, минестроне, там овощной суп, перейти на более белковую пищу, допустим, там куриное мясо, не кушать ни в коем случае никаких колбасных изделий, это вообще считаю не для одного человека. И хорошо вообще, если вы болеете, первое, что необходимо убрать из рациона питания, это любые колбасные изделия полностью, навсегда. Ну и начать есть свежие овощи. В случае, если вы не можете избавиться или не можете справиться с жизнью без картофеля, можно его есть в вареном виде, то есть это отварные овощи, это отварная говядина, отварное куриное мясо, бульон при этом не использовать, его нельзя принимать вовнутрь. Ну и максимальное устранение из рациона питания всего сладкого, то есть конфеты, соки, сладкие фрукты ни в коем случае нельзя. Кстати, несколько слов еще и об опасных для аллергиков фруктах. Вы знаете, что есть два фрукта, которые могут спровоцировать зуд в ушах, аллергический ринит, может спровоцировать появление аллергии. Это хурма и это виноград. Именно поэтому осенью я являюсь противником употребления винограда и хурмы. Их можно принимать с конца ноября. Вот ноябрь начнется, вот тогда начинайте кушать виноград, можете кушать хурму и так далее. Также в случае, если вы имеете нормальный вес и кушаете фрукты, или кушаете фрукты и это для вас безопасно, всегда помните, что в случае, если вы съели 10 граммов фруктов, вам необходимо съесть соответственное количество каких-либо фруктов, которые будут иметь кислый вкус, такое же количество. Допустим, там кизил, да, он кислый. То есть если вы съели там 10 граммов персика, вам необходимо съесть 10 граммов калины или 10 граммов ягоды какой-либо, которая имеет ярко выраженный кислый вкус. Вообще по поводу кислого хотелось бы сказать отдельно. Вот сейчас есть райские яблочки, они кислые, есть клюква, она кислая. Это очень полезные ягоды, они стимулируют иммунитет, улучшают общий вид человека и помогают избавиться от ожирения. Очень рекомендую, очень советую их принимать. Далее по поводу сахарного диабета первого типа. Очень рекомендую посмотреть мое видео, которое называется «Инсулинорезистентность». Там я рассказываю о заболеваниях, которые появляются в ходе появления сахарного диабета первого типа. Я рассказываю, как изменить свое питание при сахарном диабете, извиняюсь, не первого, а второго типа, как избавиться от ожирения, я оговорился, извините, как избавиться от ожирения и помочь себе без комплексной или активной терапии, фармпрепаратами, перейти, похудеть, не занимаясь физическими упражнениями и так далее. Также там я рассказываю о том, что же происходит с человеком в случае, если у него развивается сахарный диабет второго типа. Мои препараты, которые рекомендую при сахарном диабете второго типа, это глюконорм по 2 таблетки 3 раза в день, гликоцитрохромин по 1 чайной ложке 2 раза в день с водой. Далее, для того, чтобы убрать нейропатию конечностей, я рекомендую использовать препарат альфа-липоевая кислота моей компании, но принимать его рекомендую натощак. Утром, как только вы проснетесь, я рекомендую принимать 1 грамм данного препарата. 1 грамм данного препарата находится в 4 таблетках альфа-липоевой кислоты. То есть принимайте 4 таблетки натощак и 4 таблетки за 1 час перед началом приема пищи в вечернее время, когда вы чувствуете голод. Также людям, у которых есть сахарный диабет, я рекомендую перейти на питание, между которыми первый прием пищи и второй прием пищи, между ними должно быть расстояние временное не менее 8-10 часов.
Таким образом, начав лечить и диабет, начав лечить и гипертоническое заболевание, и сосуды на ногах, будет исчезать усталость. Ну и как бы психическое положение синдрома хронической усталости — это беспокойство. Это беспокойство, состояние тревожности, которое может сформироваться на фоне чтения информации перед сном, использования программ TikTok, недосыпания в ночное время и так далее. Это все условно может вызывать вот такой синдром хронической усталости. Что необходимо делать? Очень хороший совет — это 1 час днем спать. То есть 1-2 часа ложиться в любое время и спать. И убирать перед сном от себя телефон как можно дальше. Ставить телефон на более такую мягкую подсветку, темную, для того, чтобы не нарушались эти циркадные ритмы, которые есть у человека. Потому что нарушение циркадных ритмов приводит к разрушению нормального ритма сна и бодрствования, что может приводить к ощущению вот такого желания заснуть на протяжении дня, общей усталости. Также синдром хронической усталости может являться еще элементом сердечной недостаточности, анемии, авитаминозом, может являться следствием заболеваний гипертонии, заболеваний почечной недостаточности, печеночной недостаточности, синдромами иммунодефицита, но не при заболевании ни ВИЧ, ни СПИД. То есть это не вызванная ретровирусом или ретровирусная инфекция, а вызванная как раз просто поражением печени высоким холестерином или еще чем-либо. Ну и для этого можно просто попробовать попринимать иммунные препараты или улучшающие общий иммунитет общего действия. Ну, на первое место препарат моей компании Instamax. Второй препарат, который улучшает иммунитет, это препарат Embryo Plus. Третий препарат — это препарат можно Демилон. Для печени это препарат Тантал, Гепафит, Иммуногрант.